Вы когда-нибудь задумывались о том, почему некоторые люди естественным образом привлекают в свою жизнь хорошие, в то время как другие живут в постоянном облаке негатива? Сегодня я поделюсь с вами преобразующими знаниями, которые полностью изменят ваше видение мира и, самое главное, жизнь в нем. Давайте поговорим о том, что присутствует абсолютно во всем, что нас окружает, о вибрации. Представьте, что вы на вечеринке. В одном углу находится группа улыбающихся людей, рассказывающих истории, смеющихся и излучающих заразительную энергию. На другой стороне стоит кто-то одинокий, с закрытым выражением лица, жалующийся на все и всех. Какая из этих сред естественным образом привлекает больше людей? Конечно, это первая группа. Верно. Это происходит потому, что нас инстинктивно привлекают высокие энергии, положительные вибрации, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо. И вам не нужно быть ученым или духовным гуру, чтобы понять эту концепцию. Это то, что мы все испытывали в разное время нашей жизни. Когда ты просыпаешься в хорошем настроении, с улыбкой на лице, не кажется ли тебе, что весь день течет лучше? Люди дружелюбнее, возможности открываются легче, и даже утренний кофе кажется вкуснее. Это происходит потому, что ваша вибрация высока. С другой стороны, замечали ли вы когда-нибудь, что день, начавшийся плохо, становится еще хуже, если вы ничего не делаете, чтобы его изменить? Как будто череда негативных событий сошлась воедино, образовав настоящий снежный ком разочарований. Спустило колесо, опоздал на важную встречу, забыл дома важные документы. Все это связано с частотой вашей вибрации в данный момент. Но самое удивительное во всем этом – у вас есть полная возможность контролировать и повышать свои вибрации. Это не то, что находится в руках судьбы или удачи. Это похоже на настройку радио. Вы можете выбрать, на какой частоте хотите работать. Вы хотите слушать веселую, жизнерадостную музыку или предпочитаете, чтобы вас окружала тишина. Выбор полностью за вами. И знайте, что еще более увлекательно. Современные научные исследования подтвердили то, о чем древние духовные традиции говорили на протяжении тысячелетий. Все во Вселенной представляют собой энергию в постоянной вибрации. От мельчайших субатомных частиц до крупнейших галактик. Все вибрируют с определенной частотой. И мы, люди, ничем не отличаемся. Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди обладают особым сиянием? Тот тип людей, которых, когда они входят в комнату, все замечают. Дело не только во внешности. Дело в энергии, которую она излучает, ее высокой частоте вибраций, которая естественным образом привлекает положительное внимание. И что самое приятное, вы также можете развить то самое свечение. Подумайте о своих самых счастливых моментах. Это важные достижения, особенная встреча, незабываемые путешествия. Что вы чувствовали в эти моменты? Светлый, сияющий, связанный со всем и всеми вокруг тебя, не так ли? Это ощущение вибрации на высокой частоте. И вам не обязательно ждать больших событий, чтобы испытать это. Хорошей новостью является то, что существует бесчисленное множество способов ежедневно повышать свою вибрацию. Это может быть любимая песня, прогулка на свежем воздухе, искреннее объятие любимого человека или просто глубокое дыхание и чувство благодарности за настоящий момент. Это небольшие действия, которые при последовательном выполнении приводят к колоссальным изменениям. Многие люди в конечном итоге усложняют эту концепцию, думая, что им нужно изучать квантовую физику или отправиться в духовный ретрит в Гималай, чтобы понять вибрацию. Но истина гораздо проще. Высокая вибрация означает хорошее самочувствие, пребывание в мире с самим собой и в гармонии с окружающим миром. Это то, чего может достичь каждый, независимо от его происхождения и убеждений. Вы когда-нибудь останавливались, чтобы посмотреть, как играют дети? Они прирожденные мастера поддержания высоких вибраций. Они живут настоящим, смеются по любому поводу. Их очаровывают самые простые вещи. Они не несут в себе забот о прошлом или тревог о будущем. Это одна из причин, почему, находясь рядом с детьми, мы часто чувствуем себя так хорошо. И когда мы говорим о высоких вибрациях, мы не говорим, что вам нужно симулировать счастье или отрицать свои негативные чувства. Напротив,
Распознавание и принятие всех эмоций является фундаментальной частью процесса. Разница в том, что вы не позволяете низким мыслям и чувствам доминировать над вами, зная, что у вас есть сила их возвысить. Интересная аналогия – представить жизнь как большой океан. Волны приходят и уходят. Море иногда бурное, иногда спокойное. Но вы можете выбрать, хотите ли вы остаться на поверхности, швыряясь туда и сюда по волнам обстоятельств, или хотите нырнуть глубже, где царит постоянный покой, независимо от того, что происходит там наверху. Еще один интересный аспект вибраций – это то, как она влияет не только на нашу индивидуальную реальность, но и на людей вокруг нас. Вы когда-нибудь замечали, как искренняя улыбка может вызвать цепную реакцию улыбок? Или как плохое настроение одного человека может отравить всю окружающую среду? Это происходит потому, что мы все энергетически связаны. Говоря о связи, вы, возможно, уже заметили, что некоторые люди, кажется, высасывают вашу энергию, в то время как другие обладают даром заставлять вас чувствовать себя легче и счастливее после простой беседы. Все это связано с частотой вибрации. Чем больше вы осознаете это, тем больше вы сможете мудро выбирать энергии, с которыми хотите соединиться. Но теперь вы, возможно, задаетесь вопросом: «Хорошо, я понимаю эту концепцию, но как мне на самом деле изменить свою частоту вибраций?» Что ж, это отличный вопрос, и ответ на него напрямую связан с выбором, который мы делаем ежедневно в нашей жизни. И именно об этом мы поговорим дальше, поделившись реальным опытом трансформации. Вам знакомо это чувство жизни на автомате. Проснуться, поработать, поспать и на следующий день повторить все это снова. Именно так началась наша история преображения. Казалось бы, идеальная рутина в глазах других, но внутри она вызывала глубокое беспокойство, пустоту, которую не могли заполнить никакие материальные блага. Каждый день было одно и то же. Будильник прозвенел в 6 утра, и началось ощущение тяжести в груди. Дорога на работу казалась мне все длиннее и длиннее, хотя маршрут всегда был одним и тем же. Совещания становились все более утомительными, отчеты – более бесконечными, а мечта о профессиональной реализации становилась все более далеким туманом. Именно тогда произошло нечто экстраординарное. В одной из бессонных ночей бесцельного серфинга в интернете появился документальный фильм «Секрет». Многим это может показаться очередным фильмом о личном развитии. Но в тот конкретный момент Вселенная как будто послала именно то сообщение, которое нам нужно было услышать. В документальном фильме говорилось о законе притяжения, но не поверхностно, как его трактуют многие. Речь шла не просто о том, чтобы думать позитивно, и все получится. Это было нечто гораздо более глубокое. Речь шла о понимании того, что наши мысли и эмоции – это мощные силы, которые буквально формируют нашу реальность, но их необходимо сопровождать конкретными действиями. Первым большим открытием стало осознание того, что эта неудовлетворенность не была наказанием или неудачей. На самом деле это был подарок, явный признак того, что пришло время перемен. Как гласит знаменитая цитата Эйнштейна: «Безумие – это делать одно и то же снова и ожидать разных результатов». Пришло время разорвать этот порочный круг. Дальше начался увлекательный путь самопознания. Это был не простой и не быстрый процесс, скорее наоборот. Потребовалось немало мужества, чтобы посмотреть в зеркало и признать, что большая часть этого недовольства была результатом собственного выбора, невысказанных страхов и мечтаний, долгое время хранившихся в ящике стола. Преобразование началось изнутри. Первым шагом было понять, что духовность не имеет ничего общего с конкретной религией или сложными ритуалами. Речь идет о воссоединении со своей сущностью, со своей высшей целью. Речь идет о поиске смысла даже в самых маленьких повседневных действиях. Одним из самых важных уроков стало то, что нет смысла хотеть изменить все сразу. Стремление к быстрым результатам часто саботирует весь процесс трансформации. Это все равно, что хотеть собрать плоды, не посадив семя, не полив растение и не дав ему времени вырасти. У природы есть свое время, и у нас тоже свое. Постепенно стало ясно, что само по себе позитивное мышление не меняет реальности. Необходимо привести в соответствие мысли,
эмоции и прежде всего действия. Это как вождение автомобиля. Нет смысла просто думать о пункте назначения. Нужно завести двигатель, нажать на педаль газа и крепко держать руки на руле на протяжении всей поездки. И знаете, какое было одно из самых удивительных открытий? Чем больше мы углублялись в эти понятия духовности и вибраций, тем больше совпадений начинало происходить. Нужные люди появлялись в нужное время, появлялись неожиданные возможности, и даже препятствия, казалось, имели большую обучающую цель. Было интересно наблюдать, как Вселенная начала действовать в свою пользу, когда началось внутреннее выравнивание. Это была уже не та постоянная борьба с течением, а естественное движение к целям. Синхронности стали настолько частыми, что их уже нельзя было считать простыми совпадениями. Самой большой революцией стало понимание того, что личная трансформация заключается не в том, чтобы стать другим человеком, а в устранении слоев обусловленностей и ограничений, которые мешают нам быть теми, кем мы являемся на самом деле. Это все равно, что чистить пыльное зеркало изображений всегда было там, просто нужно было его раскрыть. Еще одним важным моментом было осознание важности баланса между действиями и их доставкой. Да, необходимо проявить инициативу, внести свой вклад, сделать первый шаг. Но также важно уметь отпускать ситуацию, доверять процессу и понимать, что не все находятся под нашим контролем. Это тонкий танец между тем, чтобы это произошло, и тем, чтобы позволить этому случиться. Каждая маленькая победа становилась подтверждением того, что мы на правильном пути. Это были уже не просто теории или абстрактные концепции. Это были реальные, осязаемые результаты, которые начинали проявляться в разных сферах жизни. И самое невероятное, что это преображение начало вдохновлять других людей вокруг. И именно в этом процессе трансформации мы начали осознавать важность изменения не только нашего менталитета, но и наших практических повседневных действий. Небольшие изменения в распорядке дня начали порождать большие изменения. И именно об этом мы сейчас и поговорим. Удивительно, как самые большие перемены в жизни часто начинаются с небольших изменений. Знаете поговорку, в которой говорится, что долгий путь начинается с одного шага? Что ж, в случае с нашей историей первым шагом были буквально шаги. Начать ходить на работу пешком вместо того, чтобы каждый день пользоваться машиной. Некоторым это кажется простым, даже незначительным изменением, но результаты оказались удивительными. Эти 30 минут прогулки превратились в драгоценный момент связи с самим собой. Движущееся тело, свежий утренний воздух, щебетание птиц – все это начало создавать совершенно другое душевное состояние для начала дня. И знаете, что самое интересное? Это небольшое изменение естественным образом начало вызывать другие изменения. С прогулкой появилось желание лучше питаться, раньше ложиться спать, просыпаться в хорошем настроении, больше внимания уделять своему телу. Как будто положительное решение открывает двери для нескольких других возможностей для благополучия. Взаимодействие с коллегами также полностью изменилось. Вместо того, чтобы спешить и погружаться в задачи, было время искренне пожелать доброго утра, услышать, как прошли чьи-то выходные, поделиться забавной историей. Эти небольшие человеческие связи начали превращать рабочую среду в более светлое и приятное место. Увлекательным открытием стало осознание того, как наша энергия напрямую влияет на людей вокруг нас. Когда мы стали приходить на работу более воодушевленными и улыбающимися, стало ясно, как это передалось другим. Встречи стали более продуктивными, проблемы казались менее сложными, и даже самый замкнутый коллега начал немного больше открываться. Еще одним важным изменением стало установление небольших ритуалов в течение дня. 5 минут осознанного дыхания перед началом работы, перерыв, чтобы насладиться послеобеденным кофе, не глядя на мобильный телефон, минута благодарности перед сном. Это простые практики, не требующие какого-либо специального оборудования или продвинутых знаний, но полностью меняющие наше восприятие дня. В частности, практика благодарности оказалась мощным инструментом. Мы начали вести дневник, в котором записывали 3 хороших события, которые происходили каждый день, какими бы незначительными они ни были. Поначалу это казалось глупым занятием, но со временем наш мозг естественным образом начал больше концентрироваться на позитиве, даже в трудные дни.
Удивительным изменением стали отношения со временем. Раньше казалось, что дни пролетают незаметно, а времени ни на что не хватает. Когда я начал жить более настоящим, более осознавая каждый момент, время, как это ни парадоксально, казалось, расширялось. Те же 24 часа дали гораздо больше, без той постоянной спешки. Мы также узнали о важности создания пространств тишины в повседневной жизни. В таком шумном, быстро меняющемся мире просто посидеть несколько минут в тишине стало драгоценной роскошью. Именно в эти минуты тишины рождаются лучшие идеи, появляются ответы, расцветает творчество. Способ решения проблем и задач также полностью изменился. Вместо того, чтобы немедленно реагировать на каждую трудную ситуацию, мы начинаем делать привычку делать шаг назад, глубоко вздыхать и спрашивать, какая возможность обучения здесь присутствует. Это полностью изменило наше отношение к препятствиям. Наше отношение с технологиями также необходимо переосмыслить. Мы установили определенное время для проверки электронной почты и социальных сетей, создали периоды цифровой детоксикации и начали использовать технологии более осознанно и продуктивно. Удивительно, как это положительно повлияло на нашу концентрацию и продуктивность. Вечера и выходные приобрели новый смысл. Вместо того, чтобы часами бесконечно листать социальные сети или смотреть сериалы, не уделяя особого внимания, мы начали посвящать это время более значимым занятиям, чтению хорошей книги, изучению чего-то нового, глубоким беседам с друзьями и семьей или просто ничегонеделанию. Иногда это именно то, что нам нужно. Особое внимание также уделяется сну, этому фундаментальному столпу благополучия, которым мы так часто пренебрегаем. Создание расслабляющего режима перед сном, заранее выключение экранов, поддержание темноты и прохлады в комнате. Небольшие изменения, которые привели к гораздо лучшему ночному сну и, как следствие, к гораздо более продуктивным дням. Занятия физическими упражнениями больше не являются обязанностью и стали формой заботы о себе и связи с телом. Речь шла уже не о том, чтобы тренироваться, чтобы иметь идеальное тело, а скорее о том, чтобы доставлять удовольствие, будь то танцы, плавание, занятия йогой или просто прогулки на свежем воздухе. И среди всех этих изменений в нашей рутине мы начали осознавать кое-что еще более глубокое. Наши цели и мечты тоже менялись. То, что когда-то казалось правильным путем, стало подвергаться сомнению, и начали открываться новые горизонты. И именно об этом переопределении целей мы сейчас и поговорим. Удивительно, как иногда мы преследуем цели, которые на самом деле не являются нашими. Долгое время поиск повышения по службе казался естественным путем, следующим логическим шагом в карьере. В конце концов, разве не этого все ожидают? Поднимитесь по корпоративной иерархии, займите более важную должность, заработайте больше денег. Но у Вселенной есть особый способ показать нам, когда мы идем по неправильному пути. Чем усерднее мы пытались добиться этого продвижения, тем больше препятствий возникало. Это было похоже на гребение против течения, постоянную борьбу, которая каждый день утомляла его сильнее предыдущего. И именно в этом изнеможении мы начали задаваться вопросом: действительно ли мы этого хотим? Действительно ли эта акция принесет то удовлетворение, которое мы ищем? Вселенная начала посылать все более четкие сигналы. Стали происходить совпадения, которые уже нельзя было игнорировать. Случайные встречи с людьми, работавшими фрилансерами и любившими свою свободу, статьи о предпринимательстве, появившиеся из ниоткуда, вдохновляющие истории людей, отважившихся полностью сменить карьеру. Именно тогда мы начали понимать, что истинное желание заключалось не в более высоком положении, а в большей свободе, в большей автономии в отношении нашего времени. Речь шла не о большем количестве корпоративных обязанностей, а о большем контроле над собственной жизнью. Продвижение по службе было лишь тем путем, который казался наиболее очевидным, но он не был единственно возможным и тем более идеальным. И знаете, какое было одно из самых удивительных открытий? Чем честнее вы говорите с самим собой о своих истинных желаниях, тем больше кажется, что Вселенная сговорилась в вашу пользу. Как будто более великая сила начала открывать двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Начали появляться возможности внештатной работы,
Важные контакты появлялись в нужное время. Новаторские идеи лились естественным путем. Страх, конечно, присутствовал всегда. В конце концов, обменять безопасность стабильной работы на неопределенность самозанятости – непростое решение. Но мы начали понимать, что эта предполагаемая безопасность на самом деле была иллюзией. В постоянно меняющемся мире истинная безопасность заключается в нашей способности адаптироваться и развиваться. Переопределение целей принесло впечатляющую ясность. Как будто туман рассеялся, открыв путь, гораздо более соответствующий нашим истинным ценностям и желаниям. Речь больше не шла о том, чтобы произвести впечатление на других или следовать сценарию, предопределенному обществом. Речь шла о создании жизни, которая имела бы для нас смысл. И было невероятно наблюдать, как реагирует тело, когда мы идем по правильному пути. Тревога стала уменьшаться, сон улучшился, даже постоянные головные боли стали исчезать. Как будто каждая клетка нашего существа знает, когда мы находимся в гармонии со своей истинной целью. Переходный процесс был постепенным и плановым. Мы начали развивать параллельные навыки, выстраивать более разнообразную сеть контактов, создавать финансовый резерв, который дал бы нам больше уверенности для того, чтобы совершить большой скачок. Каждый маленький шаг был подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении. Решение стать фрилансером было не просто профессиональной сменой, это была декларация независимости. Речь шла о том, чтобы взять под полный контроль свою судьбу со всеми вытекающими отсюда трудностями и наградами. И чувство свободы, которое пришло с этим решением, было бесценным. Видеть проекты, рожденные из ваших собственных идей, иметь возможность выбирать, с кем работать, иметь возможность гибко организовывать свое время. Все это приносило удовлетворение, которого не могла обеспечить ни одна корпоративная должность. И самое невероятное то, что финансовая отдача стала естественным следствием целенаправленных и страстных действий. Еще одним увлекательным аспектом было осознание того, как эти изменения положительно повлияли на другие сферы жизни. Имея больше контроля над временем, можно было больше инвестировать в отношения, здоровье и личное развитие. Жизнь обрела новый баланс, новую гармонию. Оглядываясь назад, становится ясно, что то повышение, которого мы так желали, на самом деле было бы отклонением от нашего истинного пути. Иногда отсутствие того, чего мы действительно хотим, это величайший подарок, который может нам преподнести Вселенная. Это принудительное перенаправление, которое приводит нас туда, где мы действительно должны быть. Это был мощный урок о том, как важно доверять своей интуиции и знакам, которые посылает нам Вселенная. Часто ответ, который мы ищем, находится прямо перед нами, но мы слишком заняты тем путем, по которому, по нашему мнению, нам следует идти, чтобы заметить его. И, возможно, величайшим открытием из всех было понимание того, что успех – это не одно универсальное определение. Для каждого человека это означает что-то свое. И это нормально. Важно иметь смелость искать собственное определение успеха, даже если оно полностью отличается от того, что ожидает общество. Говоря о важных определениях и открытиях, это приводит нас к некоторым фундаментальным размышлениям обо всем этом путешествии. Мы достигли ключевой точки на этом пути трансформации, когда мы можем оглянуться назад и по-настоящему понять более глубокие уроки, которые возникли на этом пути. Первый и, возможно, самый важный из них – понять, что высокие вибрации – это не пункт назначения, которого нужно достичь, а скорее состояние, которое нужно испытывать на протяжении всего путешествия. Многие люди ошибаются, думая, что они смогут быть счастливы только тогда, когда достигнут определенной цели, когда они купят собственный дом, когда получат работу своей мечты, когда найдут идеального партнера. Но настоящее волшебство происходит, когда мы учимся находить радость и удовлетворение в самом процессе эволюции. Это похоже на танец со Вселенной. Чем легче мы позволяем себе быть, тем легче подчиняемся жизненным обстоятельствам. Речь идет не об игнорировании проблем или притворстве, что проблем не существует, а о том, чтобы поддерживать высокую частоту даже в разгар беспорядков. Как самолет, который сталкивается с турбулентностью, но сохраняет высоту. Одним из самых революционных открытий стало осознание того,
что нам не нужно ждать, пока большие события вибрируют высоко. Счастье в маленьких мгновениях, в детской улыбке, в аромате кофе по утрам, в объятиях друга, в закате. Именно эти маленькие радости, сложенные вместе, создают по-настоящему осмысленную жизнь. Еще одним фундаментальным уроком стало понимание того, что у каждого человека свой темп эволюции. Нет смысла сравнивать себя с другими или пытаться форсировать процессы, которые должны происходить естественным образом. Это как семя. Нет смысла тянуть растение. Чтобы оно росло быстрее, у него есть свое время. И это время нужно уважать. Благодарность оказалась мощным инструментом в этом процессе. Не поверхностная благодарность, когда мы благодарим только тогда, когда происходит что-то необыкновенное, а глубокая и постоянная благодарность, которая позволяет нам признавать благословение даже в самые трудные моменты. Удивительно, как это простое упражнение может полностью изменить нашу точку зрения. Особенно впечатляющим открытием стало осознание того, что повышение вибрации не имеет ничего общего с совершенством. Речь идет не о том, чтобы всегда быть счастливым, всегда позитивным, всегда держать ситуацию под контролем. Речь идет о том, чтобы быть искренним, честным с самим собой и осознавать, что каждая эмоция, будь то положительная или отрицательная, играет свою роль в нашей эволюции. Самопознание оказалось фундаментальной опорой на этом пути. Чем больше мы знаем себя, тем легче нам определить, что повышает и понижает нашу вибрацию. В этом отношении каждый человек уникален. То, что подходит одному, может не подойти другому. Вот почему так важно развивать это индивидуальное осознание. В ходе этого процесса общение с другими людьми приобрело новые значения. Мы понимаем, что настоящие отношения – это те, которые естественным образом повышают нашу частоту вибрации. Это люди, с которыми мы можем быть самими собой, которые вдохновляют нас расти, отмечают наши достижения и поддерживают нас в трудные времена. Одним из самых больших открытий стало понимание того, что высокая вибрация не означает изолировать себя от мира или игнорировать свои проблемы. Напротив, чем выше наша частота, тем больше у нас возможности положительно влиять на мир вокруг нас. Это как свет, который, чем ярче он светит, тем больше освещает путь другим. Также стала очевидной важность баланса между действием и бытием. Бесполезно просто медитировать и визуализировать, нужно действовать. В то же время нет смысла просто отчаянно действовать без сильной внутренней связи. Именно в гармонии между действием и созерцанием мы находим идеальную точку вибрации. Еще одним революционным открытием стало осознание того, что повышение вибрации не является линейным процессом. Бывают взлеты и падения, успехи и неудачи, и это нормально. Важно сохранять приверженность собственному росту, зная, что каждая задача – это возможность укрепиться и развиваться. Сила прощения оказалась невероятным вибрационным подъемным инструментом. Простить – это не значит согласиться с тем, что произошло, а, скорее, освободиться от груза боли и обиды. Это дарит себе внутренний покой. Одним из самых прекрасных уроков было понимание того, что высокие вибрации заразительны. Когда мы повышаем свою частоту, мы естественным образом вдохновляем других делать то же самое. Это как зажечь свечу. Ее свет может зажечь тысячи других свечей, не теряя при этом своей яркости. И, наконец, возможно, самое глубокое понимание. Истинное вибрационное возвышение заключается не в поиске чего-то вне себя, а в распознавании и проявлении света, который уже существует внутри каждого из нас. Это процесс запоминания, а не приобретения, мы просто вспоминаем, кто мы есть на самом деле. Итак, что вы чувствуете после всех этих разоблачений? Такое чувство, будто что-то внутри тебя пробудилось, не так ли? Эти знания, которыми я поделился с вами сегодня, это не просто очередная теория, это практический путь к преобразованию вашей реальности. Но теперь мяч на вашей стороне. Что ты собираешься делать со всем тем, что ты узнал? Будете ли вы продолжать жить автоматически, позволяя жизни проходить мимо вас, или возьмете под контроль свою частоту вибрации и начнете создавать реальность, которую вы действительно заслуживаете? Представьте, какой была бы ваша жизнь через год, если бы вы начали применять эти концепции сегодня.
Какими были бы ваши отношения? Ваша карьера? Ваше здоровье? Ваш внутренний мир? Готовы ли вы к этой трансформации? Если это содержание затронуло ваше сердце, если вы почувствовали в себе эту искру узнавания, не позволяйте этому пламени погаснуть. Начните прямо сейчас. Выберите одну из практик, которыми я поделился, и начните применять ее сегодня. Это может быть что-то простое. Например, практика благодарности, начало ходьбы или создание ежедневного тихого времени. И знаете, что было бы потрясающе? Поделитесь своим путешествием с нами. Оставьте в комментариях, какой самый важный вывод у вас появился сегодня и как вы намерены применить его в своей жизни. Ваш опыт может вдохновить других, кто будет смотреть. Если вы хотите продолжать развиваться и узнавать больше о том, как повысить свою вибрацию и изменить свою реальность, не забудьте подписаться на канал и активировать колокольчик уведомлений. Каждую неделю мы представляем подобный преобразующий контент, всегда с практическими приемами и глубокими знаниями, которые помогут вам прожить лучшую жизнь. Помните, вы гораздо сильнее, чем думаете. Изменения, к которым вы стремитесь, начинаются сейчас, они начинаются с вас, они начинаются с выбора. Каким будет ваш выбор сегодня?